Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алена, и это вторая часть продолжения цветочной темы. Первую часть я оставлю ссылки вверху, внизу в описании, так как получилось видео очень длинным, поэтому продолжение здесь. И, девочки, по поводу цветов, которые я делала в прошлый раз, тоже ссылку оставлю на цветы и как я делала сумку. И вот меня спрашивали по поводу сумки и часто пишут, что как строчка, что очень маленькая строчка. Ну вот смотрите, я вытащила специально сумку шкафа. Кстати, с цветами все нормально, но они немного, конечно же, примяты, так как лежали на полке. Но так в целом все, ни один цветок не отвалился, все отлично. Что касается строчек, все держится, ничего не распадается. Делаю без подкладок, если делаю сама, потому что косметика у меня всегда в отдельных косметичках, поэтому ничего не пудра, ничего не рассыпется. По поводу кармашка все хорошо держится, все сажала на горячий клей. Тут даже монетка у меня. Люди обращают внимание, когда стоишь где-то в очереди, где-то в людных местах, краем глаза очень приятно наблюдать, как рассматривают твою сумку. Ну вот то, что я говорила, немного розочки примялись, так как все было в пакете на полке, поэтому только что сейчас вытащила, чтобы вам показать, что ничего не произошло. И горячий клей очень хорошо держит. Кто сомневается, что что-то отвалится, ничего не отваливается, потому что даже иногда, когда хочешь переклеить, хочешь оторвать, ты не оторвешь. Поэтому горячий, смотря какой горячий клей, потому что вот недавно я покупала и в магазине покупала, не на каком-то китайском сайте, и горячий клей просто, ну, ничего не держал, поэтому все, конечно, еще зависит от качества клея. По поводу того, если вы не хотите, чтобы бахромились цветы, чтобы они не сыпались, обрабатывайте края ПВА клеем, тогда ничего не рассыпется, ничего не, и он прозрачный, ничего с вашей сумкой не будет. Девочки, я же не буду эту сумку носить 5 лет, я поношу ее 1 сезон, 2 сезона, пока мне будет интересно. Дальше я себе придумаю что-то другое, что-то сделаю, там, сниму все какие-то там запчасти, которые мне нужны будут, и сделаю себе другую сумку. Так что вот так, ссылку опять же оставляю на сумку, на цветы, на первую часть, а мы продолжаем смотреть вторую. Этот цветок я делала из внутреннего шва, он обработан по краям и очень аккуратно смотрится. Вырезаю основу диаметром 4,5 см, разрезаю эту ленту на полоски длиной 10 см, складываю пополам и склеиваю. Мне показался цветок очень скучным, поэтому было решено добавить кружево. Цветок получился из 8 лепестков. Вклеиваю серединку в виде пуговицы, и цветок готов. Дальше у меня получились вот такие сережки. Также можно сделать браслет, склеив такие две половинки, а в середину добавить бусину. По краям тоже можно бусины разных размеров добавить, и будет красивый набор. Тут уже я использовала внешний шов джинс. Нарезаю на полосочки 3 сантиметра. На 2 сережки у меня ушло 16 штук, 16 лепестков. Склеиваю горячим клеем пополам. Использовала пинцет для удобства. Далее склеиваю эти лепестки между собой, и у меня получилась такая сережка павлиний хвост. Вы можете фурнитуру купить новую, а можете обновить какие-то свои сережки.
Также из остатков джинса у меня это уже боковой шов от мужских джинс. Вот этот, что я держу сейчас в руках, это от низа джинс, а вот это боковой шов от мужских джинс, и я из него сделаю бантик, заколочку. Такие заколочки можно сделать, если у вас есть малышки. Сложного ничего, смотрится красиво под какие-то джинсики, светлую кофточку. Серединку можно сделать любой. Вот такая красота. С этим цветком я немного проэкспериментировала. Вырезаю лепесток, который нарисовала сама, он 5 сантиметров высотой. Низ 3 сантиметра, верх 4, верхние края немного скруглила. Развела немного клей ПВА с водой, наношу кисточкой клей на лепесток и дальше собираю лепесток гармошкой, фиксирую его прищепкой. После того, как лепестки просохли, складываю их пополам и у основания срезаю маленькие треугольнички. Склеиваю две части лепестка друг на друга, и у меня получается лепесток таким объемным. Всего у меня получилось 12 лепестков. Первый ряд у меня из 6 лепестков, и в шахматном порядке второй ряд также из 6 лепестков. Серединку делаю из резинки от светлых джинс. Очищаю все внутри и нарезаю мелко джинс, не дорезая до конца. В серединку вклеиваю тычинки. Вклеиваю серединку. Кстати, когда поправляла этот цветок, у меня получились два следующих цветка. Мне под руки просто попался крючок, и я нашла такой длинный отрез джинса и с него заплела косичку. Потом я нашла джинс потемнее, и он, кстати, был чуть пошире, и из него я тоже сделала косичку. Просто набираю воздушные петли. В серединку вклеиваю пуговицу, а вокруг нее заклеиваю получившуюся косичку. Лишнее обрезаю по форме цветка. И вот такой цветочек у меня получился.
Эта косичка сильно бахромилась. Кстати, серединку тут я делала сама. Просто вырезала кусочек кругляшок джинса, на него нанесла клей ПВА и засыпала голубым бисером. Заклеиваю на основу серединку и вокруг нее заклеиваю косичку. Все остатки счищаю щеткой, лишнее срезаю и цветы готовы. Этот цветок был сделан из резинок от джинс, от детских джинс. Скомбинировала светлую и темную резинку, разрезаю резинкой и счищаю все внутри. И не дорезая до конца, разрезаю на мелкие полоски, делаю такую лапшу. Опять в серединку буду использовать тычинки, вклеиваю их вовнутрь и заворачиваю резинку в улитку. Этот цветок я решила сделать после того, как сделала серединку в предыдущем. Светлую резинку обклеиваю темной. Заклеиваю все на кусочек джинса, плотно прижимаю. И обрезаю все лишнее. Подрезаю немного лепесточки. Вот и все, цветок готов. Эти розочки мне очень нравятся. И мне кажется, ими можно украсить все, что угодно. Делаются они легко и просто. Эта полоска из джинса примерно 2,5 сантиметра и длиной примерно 30 сантиметров. Диаметр цветка у меня получился 8 сантиметров. Немного прострачиваю. Загибаю вот таким вот образом, опять прострачиваю, подгибаю. И надеюсь, на видео все будет видно и ясно, как я это делаю, потому что словами, как это объяснить, я себе не представляю. Но эти цветы, мне кажется, ими можно сумку украсить. Можно использовать, знаете, бывает, ребенок упал, если это, конечно же, девочка. Можно использовать, знаете, как заплатку на штаны. Также можно курточку на спине такими красивыми розами украсить. Джинсы можно расписать текстильными красками, скомбинировать с такими розами. Очень красиво смотрится, если джинс с одной стороны темный, с обратной стороны более светлый. Тогда цветку придается еще объем. Тут я без машинки уже вам показываю, чтобы было более ясно, как я подгибаю, немного прошиваю, опять подгибаю, делаю такие треугольнички. Основу можно взять не белую ткань, а как черную, например, чтобы она не просвечивалась. Эту розочку я делала из внутреннего шва. Он обработанный. И я ее украсила такими камнями для текстиля. Вот такие цветы у меня получились из джинса. Я надеюсь, вам мое видео понравилось. А я с вами увижусь в следующем. Пока-пока!